Жестокое прошлое Хакури, момент его взросления и осознания истинной ценности в жизни. А еще жирный намек от Хакадзона о том, что Хакури может быть обладателем магии прародителя клана Сазанами. Ну а также напоминаю, что прочитать свою любимую манху Манхуа вы сможете на remanga.org. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Действие 35 главы Кагурабачи происходит в августе этого года, до того, как Хакури покинул собственную семью. В этом прошлом младший сын клана Сазанами занимался подготовительной работой к Ракудзаичи. Ему впервые за долгое время было поручено присматривать за одним лотом для аукциона, находившегося на складе в сотнях метрах от резиденции клана Сазанами. Этим лотом была девушка с врожденной особенностью, она могла испускать холод из собственной кожи. Однако она наотрез отказывалась есть, что было неприятным моментом для клана Сазанами, ведь так она могла нанести вред собственному здоровью, что в свою очередь снизит ее стоимость на аукционе Ракудзаичи. Хакури же должен был присматривать за ней, и для сохранения лица их семьи он готов был накормить эту девушку любыми способами, даже если это может ей навредить. Но самое главное, он не позволит ей умереть от истощения. Парнишка здесь был очень наивен, поскольку вместо того, чтобы поступить как принято в их клане, он решил пойти на уступку этой женщине, которая согласилась поесть только если кто-то составит ей компанию. И в один из таких приемов пищи девушка заметила, что мизинец Хакури был весь забинтован, после чего Хакури поведал нам, что его мучает собственный брат, отрывая ногти пассатижами, а также применяя другие методы пыток. Однако сам Хакури принимал это как должное, ссылаясь на то, что это все из-за того, что он ничего из себя не представляет, даже магией не владеет в семье искусных волшебников. Но в этом рассказе есть одна очень интересная деталь. Хакури как-то сказал, что инструменты Сои постоянно куда-то исчезали, после чего старший брат просто сбивал его руками. И это исчезновение, возможно, является разгадкой к свойствам его магии, но поговорим мы об этом немного далее в ролике. Девушка попыталась использовать свою силу, чтобы холодом немного уменьшить боль, вот только сделала она так в большей степени не для того, чтобы помочь, а чтобы ближе расположить к себе надзирателя. Она хотела использовать его, предложив ему вместе сбежать отсюда, но Хакури отказал ей, поскольку все еще хотел быть хоть чем-то полезен своей семье. Некоторое время он все еще наведывался к девушке и составлял ей компанию, чтобы она смогла действительно насладиться едой. Однако каждый раз Хакури был все больше и больше избитым, пока в один из дней на нем вообще не было живого места. Это был их последний совместный прием пищи, поскольку завтра эту женщину должны были перевести в пространственное хранилище клана. Девушка в свою очередь поинтересовалась, зачем он вообще все это делает, зачем он находится в этой среде, где ему причиняют боль. Ведь так получается, что это не она находится в клетке, а он сам. Ибо пока о ней хотя бы заботятся, его жизнь совершенно лишена какой-либо свободы. И эти слова попали в самое яблочко, ибо в этот момент Хакури действительно задумался, в чем вообще была его ценность. В день перевода в пространственное хранилище Хакури принял то самое решение, изменившее его жизнь. Он действительно задумался над словами этой девушки и решил прислушаться к ней и сбежать вместе во внешний мир. Вот только выходя со склада, женщина нашла нож и покончила с жизнью прямо у него на глазах. А поступила она так как раз таки из-за своей силы, ведь все люди видели в ней ценность только как инструмента или же товара. К тому же попала она сюда, потому что ее любимый человек и продал ее на этот аукцион. То есть она настолько отчаялась от понимания того, что из-за собственной силы жизнь у нее никогда не станет лучше, даже во внешнем мире, что девушка не видела другого выхода, кроме как покончить с собой, приравняв собственную ценность жизни как одного из товара, коим и был тот нож, который она нашла на складе. После этого случая Хакури осознал, насколько чудовищное наследие Ракудзаичи продолжала проводить и оберегать его семья. Ведь из-за него людей лишали свободы, нарекая их как очередной товар. И именно поэтому он решил покончить с этим аукционом. Однако, переходя в настоящее время, мы видим, что после применения родословной магии Соя побеждает своего младшего брата.
Старший не мог принять того, что такой слабак хотел сравняться с могучими магами клана Сазанами. И раз уж он все еще настаивал на своем решении, тогда Соя готов был прикончить своего брата, пока его любовь к нему была все еще крепка. После чего он нанес мощный удар Исоу по Хакури, ожидая, что эта атака наверняка убила его. Вот только внезапно магия Хакури вновь начала проявляться, и вслед за этим на пол упали те самые пассатижи, которыми когда-то Соя пытал младшего брата. И тут уж точно не отвертишься словами, что эти инструменты сами куда-то пропадали. К их исчезновению была причастна именно магия Хакури, то есть он совершил их пространственное перемещение, и именно в этом может заключаться свойство его магии. Скорее всего, Хакури унаследовал способности своего прародителя, первого главы клана Сазанами, искусного обладателя пространственной магии. Возможно, Хакури осознал, в чем заключается его сила, раз уж он переместил сюда именно пассатижи. Что ж, следующая глава обещает показать нам очень интересное сражение. И также не забывайте, что почитать свою любимую мангу и не только, вы сможете на remanga.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите в комментариях, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующие ролики. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью, а также не забываем про колокольчик, ведь последнее время не всем приходят уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока. Tiraram suas 6 espadas mágicas, mas não conheciam a 7ª. Vou matar cada mago negro e recuperar as espadas do meu pai. Tentem.